Да, жизнь потрепала. Ничего, и тебя вылечим. Док, привет, что делаешь? А? Оцениваю состояние пациента. Что я еще делаю? Ты это видел, а? Что поделаешь? Да, скобы забиты хаотично. Налицо явные признаки нервоза и неуверенной работы. Угу. Да-да-да. Может, работник с женой поругался, а? Как вариант. Друзья, скобы я удаляю скобоудалителем в основном. Также применяю отвертку. И чтобы вытащить скобы, я применяю плоскогубцы или кусачки. Сейчас я вам покажу, как это делаю. Сначала берем скобоудалитель. Потом отверточку. Соответственно, потом кусачки и плоскогубцы. Делаем как бы скрутку. Оп, рукой. Не просто тянем на себя, потому что неудобно будет, а именно скрутку. То же самое. Перекусывать их не надо. Конечно, мы их перекусим. Просто скруточку зажали и скрутили. У меня тоже есть инструментик. Монтировочка, а? Если подсунете. В моем случае на подлокотнике стоит болт М8. Для того, чтобы откручивать болт М8, необходим ключ на 13. Можно использовать рожковый, либо накидной. Также можно использовать насадку на шуруповерт с удлинителем, между прочим. Далее можно использовать трещотки с маленькой головкой и с большой головкой. Ну, принцип, я думаю, знаете, да? Ослабили, затянули, ослабили, затянули. Либо наоборот. Открутили, повернули, открутили. Вот. Это что касается ключей. Естественно, в каждой ситуации нужно использовать свой ключ, потому что иногда мы всем вот этим удобным инструментом не подлезем. И приходится вот этим ручным вот творчеством так шейк заниматься. А как же универсальные плоскогубцы, а? Сколько раз выручали? Согласен, док. Куда мы без плоскогубцев?
В работе я использую скобы. Так, солнце еще высоко, иди работать. Я сам расскажу про скобы. Так, скобы. Вот так скобы выглядят. Градация скоб 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм. Это обивочные скобы. Очень важно. Ширина проволоки 0,66 на 0,95 мм. Ширина спинки 12,8 мм. Тип скобы 80GA либо тип А. Это очень важно. И самое главное, покрыты цинком, что никогда не будут ржаветь. Но я сомневаюсь. Все, док проверил, рекомендую. При обтяжке любого изделия ставим предварительные скобы. Это необходимо для того, чтобы нам выровнять углы и чтобы швы легли на свое место. Если мы этого не сделаем, то у нас ткань куда-нибудь убежит, либо ее не хватит, либо это будет смотреться некрасиво. Естественно, предварительные скобы в процессе могут мешать, и их обязательно нужно будет удалить. Удалить? Кому что удалить, а? Не, ну если что, я рядом. После обтяжки изделия не спешите отрезать лишний материал, либо ставить фурнитуру. Поставьте изделие и посмотрите на него с расстояния 1,5-2 метра. То есть вы увидите, сидят ли швы на своем месте, углы все на своем месте. И после этого только можно уже прорезать различные дырдочки. Дырдочки? Какие дырдочки? Я бы тебе сказал, где у тебя дырдочки. Это технологические отверстия. Если вы обратили внимание, на дне подлокотника стоял ДВП. Я его убрал и закрыл все спанбондом, то есть технической тканью. На технические характеристики это никак не повлияет, и на визуализацию тоже никак не повлияет. И спрашивается вопрос, а зачем оно там нужно? Вот ты шмыга, а? За тобой глаз да глаз. Док, все норм, по фэншую. Я за тобой наблюдаю. Ляпота! Согласен. Неплохо. Так, ребята, пока он тут отошел, по формуле дружненько подписались на каналчик, комментариев сыпанули. Лайки, точно, лайки. Собак пустите не забудьте. Все, пока.